Давненько я не делал видео, и поэтому сегодня я делаю видео. Очень часто у себя в комментариях я видел предложение пройти Plants vs Zombies, используя растения стоимостью до 150-175 солнц. И последний вариант мне очень даже сильно понравился. Единственное, в таком случае уже придется начинать челлендж не в новой игре, а повторной. Первоначальный горохострел стоит до 100, а раз так, то какой тогда смысл в этом? Ведь просто даже подумав логически, я в каждом уровне буду использовать дымогриб, да и норм. Не норм, по крайней мере, было бы, но уж точно не вам, смотрящим ролик. Вам ведь какие-то супер-пупер ультра хард челленджи подавай, или моды, например Brutal X, о котором вы зачем-то мне спамите. Его я проходить не хочу, не вижу смысла уже, да и визуально он мне не нравится, ну какая нафиг зомби летающая голова могила, дышащая огнем. Но вот если под этим роликом наберется 35 тысяч лайков, я пройду Brutal X+, который является сложнее Brutal X. Уж тогда-то вы, надеюсь, прекратите писать мне о том, что я нуб, потому что просто еще не добрался к съемке абсурдных сложных модов. Эх. Ну и вернемся к челленджу. Чтобы стало труднее, я принял решение опустить планку цены еще ниже, аж до 50 солнц, и уже растениями, входящими в эту ценовую категорию, попытаться пройти ПВЗ. Насчет же ценовой категории, кстати, хоть у нас и будет все открыто, но растений, имеющих возможность снести хоть какой-то импакт, у нас не прям уж много. Очень немного даже, ведь на той же поляне, которую нам предстоит сейчас пройти, растений у нас всего 2, умеющих уничтожать зомбу. В то время как ночью у нас какие-никакие, но грибы, на бассейне водоросли, кое-где вообще и то, ну а где-то та же печаль-беда. Первый и второй уровень. Хотел я уже рассказывать о том, какие испытания меня на них ждали, ведь они уже имеют какую-никакую сложность в повторном прохождении, в отличие от первого, где, сами знаете, 10 и 30 рядов. Но начав смотреть, как я их проходил, я увидел вот это. И уже тогда я вспомнил, что именно они меня и привели к тому умозаключению о снижении цены, про который я и сказал в начале. Поэтому от написания сценария мне пришлось прерваться и пойти их проходить заново. А чтобы за такой прокол мне жизнь медом не казалась, пошел их проходить не на основном аккаунте, где у меня все куплено, а на каком-то левом, где у меня и слотов 9, 3 из которых в повторном прохождении Дэйв сразу оккупирует, как знаете. Ну и самое главное, что мне и усложнило их прохождение, это отсутствие имитатора. При наличии его я бы ясен пень взял еще один кабачок, которым я собственно и планировал проходить всю игру. Ибо той же миной, например, уж очень трудно кучки зомби взрывать. Один пиксель влево, один пиксель вправо, и все. Может из 10 зомби взорваться 1 или 2. Ее в имитатора брать явно не вариант. Но вот просто на первых клетках садить на будущее – дело хорошее. Для заблудившихся зомби самое то, ибо на них крайне жалко тратить кабачок. Ими я стремился уничтожать как можно большие кучки зомби, которые очень хорошо помогали собирать орех, спорогриб и горшок. Да, горшок, почему нет? На него ведь можно садить любое растение из имеющихся у нас, а когда-то растения, не дай бог, сидят, или оно решит побахнуть, тогда-то последующим зомби придется тратить время на сидение уже его, вместо того, чтобы просто прогуливаться по нашим клеткам. А чтобы толпа зомби становилась еще больше, кстати, нужно зомби из других линий перебрасывать, в чем идеально помогал чеснок, который я вставлял практически сразу для защиты подсолнухов на крайних рядах. Без шуток, но как будто эти растения были созданы друг для друга, каждая друг друга дополняет, и не будь чего-то одного, все, крах. Третий уровень. Ура! 10-й слот есть, имитатор есть. Только вот так играть уже не особо интерес есть, думаю. Ведь он ничем от первых двух не будет для нас отличаться. А раз так, то чтобы не прям чилить на уровне, просто ради интереса, по приколу, я решил все-таки взять имитатором мину, а не кабачка. Ну и спамя минами, практически, кстати, подмечу, не использующий чеснок, который мне Дэйв подсунул, все легко игралось. До последней волны. Так что чеснок, может, подсунул он не зря. Хотя, наверное, зря, ибо я и так проходил бы. А так у меня в конце появилось резкое желание сохранить газонокосилки оставшиеся, и справиться без них у меня практически вышло. Мина так немного подвела. Я подсчитал, и не хватило 1,2 секунд, чтобы вылезти и помочь завершить красивенько левел.
Жалко. По дальше 3 уровня мне нечего вам даже рассказывать, ибо взяв второй кабачок, все реально стало легко, как я и думал. Уровни 1.4 и 1.6 прошлись без какого-либо труда. Чувак в 6 не особо мешался, чтобы его контрить, я просто ставил ему всякое под ноги. Ну и на всякий случай выставлял по 3 клетки чесноков на рядах, где подсолнухи, за место 2. Мало ли. Про мини-игру на 1.5 тоже нечего сказать, ведь это боулинг, где орех. Единственное, так как я не прям часто в повторные прохождения в Plants vs Zombies играл, я подметил небольшой такой прикол, который раньше не подмечал. Данный уровень это прям один в один мини-игра боулинг из вкладки мини-игр. Стойте, плохо наверное объяснил, не бегите писать комментарии. Спасибо, капитан Очевидность. Я говорю о том, что в данном уровне прут зомби, которые типа появляются на более поздних уровнях локации, да и игры в целом. И все эти зомби такие же, как в мини-игре во вкладке мини-игры. Еще и ко всему волн тоже 2. Во, надеюсь вы меня поняли. Уровень 1.7, и вот это уже ужас. 3 волны. Эта 3-я волна, можно сказать, возвращает сложность, которая была, когда я играл без имитатора, ибо в самом конце у меня поля начинает выглядеть так же, как в первых уровнях. А ведь если задуматься, позже вроде будут уровни, где и вовсе 4 волны. Левел 1.10. Уверен, вы его, ребята, ждали. Очень-очень ждали. По логике ведь в нем лишь 2 растения, имеющие цену в игре до 50 солнц. Орех и мина. Но, вы видите где-либо тут солнце? И я не вижу. Может быть, цену у растений, вылазящих из конвейера, вы видите снизу, как и в обычных уровнях. Ее я тоже не вижу. Данные растения в таких уровнях с конвейером бесплатные. Это неоспоримый факт. А раз так, то я могу использовать абсолютно все и проходить данные уровни без всяких проблем. Наступила ночь, а это значит, что грибочки теперь у нас не спят, а это значит, что мы многие сможем взять, а это значит, что будет легко играть, а это значит, что уровни на данной локации мы пройдем достаточно легко, а это значит... Ладно, хватит уже слово повторять. Но локация реально легко прошлась, я ее чуть ли не заспидранил. В этом плане она крута, конечно, для данного челленджа. Вот и пул, бассейн, где теперь у нас аж на 3 растения больше вариативности. Ну и скажу так, если в начале челленджа мне казалось, что чем больше растений разных, тем прикольней, то теперь я понимаю, что это не так. Не-не-не. Из-за того, что, напомню, Дэйв загробастал наши 3 слота и 90% случаев впихает туда всякий хлам, который я не могу использовать, то теперь мне придется от чего-то отказываться, чтобы взять ту же кувшинку и водоросль, например. Но вот не задача, вместо чего? Если еще кувшинку можно впихнуть за место спора гриба, то водоросль-то куда? Хотя, есть у меня идейка, кыш вонючка. Давайте попытаемся играть без чеснока. Как-то это печально, 2 волны, а меня уже почти снесли зомбики. А кого? Дэйв, спасибо конечно, но ты меня не переубедишь, в 80% случаев ты пихаешь какой-то хлам. Ну и теперь хочу сказать, имея практически все, что моей душе велелось, лишь спора гриба не хватает. Даже 3 волны меня никак не остановили, вообще легко прошлись. Чеснок вносит как ни крути огроменный импакт, а морегриб штука отличная, чтобы стопить на халяву зомби в воде, тем самым максимально тяну время, чтобы ставить как можно больше кабачков. Следующий уровень. Спасибо, но я даже не знаю, в данном ведь уровне тоже 3 волны будет, что мне делать? Возможно, это безрассудно было не брать чеснок, но я хочу попытаться пережить 3 волны без него. Мне очень интересно, выйдет ли это. Фух, это реально, но никому не советую данными растениями пытаться 3 волны зомби уничтожать. Ой-ой, какие 4 волны? Я 3 еле прошел. Как я должен с таким-то хламом в первых 3 слотах его проходить? Скажи, пожалуйста, Дэйв, а? Ну и вы чё молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Ну, ладно, может так слово захочешь сказать? Сосед называется, одни лишь пакости делает. Окей, пофиг на этого болвана, давайте думать, что мне делать-то. У меня лично лишь одна идея, тянуть время, все.
Время — это единственное, что может, думаю, позволить как-то победить с таким набором растений и без чеснока. Да, я его снова не взял, поставив больший приоритет в водоросли. Ну, я пытался, мне кажется, это максимум, который возможно было сделать в моей ситуации. Так тянуть время нужно было постараться. Ну а еще больше стараться держать себя в руках и не вестись на провокационные растения Дэйва. Вы не представляете, как мне хотелось поставить вишню тут или тут. Эх. Как с 4 волнами быть в такой ситуации, я понятия пока не имею. Хорошо, что ситуацию можно изменить, и перезайдя в игру, у меня появилась надежда в глазах, ведь 2 растения, что нам сувает Дэйв, теперь те, что я могу садить. Ромашку, правда, я вряд ли буду садить, но хоть так, надеюсь, это Дэйв решил исправиться. Это пройдено. Как мне кажется, в данном челлендже просто какой-то сумасшедший контраст. 2 волны изи, 3 трудновато, а вот 4... Вы сами все видели. Появился зомбони. Ага, наверное, его я могу назвать первым, действительно первым проблемным зомби в данном челлендже. Его никак не застопить, ему абсолютно пофиг на чеснок, и когда он начинает ехать, мне хочется плакать, ибо у меня зачастую атакующие приколы стоят на первых клетках. Из-за чего, если кабачки в КД, они быстрее всего всегда в КД, ведь я стараюсь их как можно больше за уровень поставить, то моя защита из орех будет уничтожена. А что самое грустное, так это то, что потом ведь и бабзлисты за ним попрут. И если еще поначалу их выходит как-то уничтожать, то в самом конце, где у меня уже ничего нет, они оставляют каток чуть ли не прямиком во вход в мой дом, который мы никак не уберем, на который мы ничего не поставим и которым есть огромное количество желающих воспользоваться. Такое ощущение, что моя поляна какая-то огромная снежная гора, настолько уж много желающих прокатиться по ней. Опять-таки, лишившись всего, я как-то уровень прошел. О боже мой, 4 волны зомбони. Я уже начинаю ненавидеть данный челлендж. Он настолько долгий, сложный и унылый, вы себе не представляете. Спасибо хоть за кабачок, да и в 3-м слоту, но мое мнение у меня все такое же. В 70% случаев ты пихаешь какую-то фигню. Ну и опять-таки чеснок зарешал, видимо. Не будь его, этот челлендж был бы непроходим. А так даже настолько ужасный уровень у меня удавалось проходить. И в нем я действительно увидел впервые реальные огромные скопления зомби. Их настолько много собиралось, что в конце аж несколько десятков зомби, заплыв на скорость, решили сделать в бассейне, а на лужайке забеги на скорость. Такие большие толпы я, наверное, видел лишь на 100-х волнах выживания бесконечно. Уровень 3.8, я бы назвал его отдыхающим, даже несмотря на то, что в нем 3 волны. Я был на грани от поражения несколько раз. Он хотя бы игрался интересно, еще и ко всему я как-то умудрился 6к солнц насобирать по мере его прохождения. 3.9. Наверное, ужаснейший уровень локации бассейн. Даже отличнейшая попытка Дэйва убедить меня в том, что он не в 60% случаев дает фигню, дав мне на данный уровень кувшинку и мину в слоты, никак не спасло патовую ситуацию. Зомби в конце меня просто-напросто унижали, и единственное, на что я смог понадеяться, это на свой скилл. Ибо мне верилось, что пройти его возможно, и я не ошибся. То ли мне повезло, то ли я реально делал все более грамотно, но все прям идеально получалось. Еще и ради еще большей задержки зомби, я решил чесноков понаставлять побольше, заставляя тем самым зомби скитаться туда-сюда по рядах. Ну и кабачки я также не прям спешил в этот раз безрассудно чем побольше ставить, понимая, что вот-вот пойдет новая орда зомбу, в которой может оказаться зомбони. Ура! Эти 3.9 кругов ада пройдены. Туман. Что слишком мрачно? Туман. Чего грустить, если мы вновь можем использовать грибы? И какой же это все же кайф играть, не пытаясь придумывать посадку растений далеко наперед, а просто безумно сажая грибочки. Ну а то, что съели все, ну это уже такое. Главное, прошли. О, ну тут как будто мне дают предложение, от которого нельзя отказаться, да и я сам хочу попробовать пройти такой уровень этот с футболистом. А имея в виду использовать лишь трусогрибы, которые мне сейчас дал Дэйв, и только ими уничтожать зомби. Получилось так себе, да, но вот комбинация его с горшком достаточно интересная, хочу сказать. Так она выводит трусогрибы на уровень горохострела, перекрывая его недостаток по сути. Прикольно.
Ой, зомби на шарике, для меня это будет настоящим вызовом, но не в этом уровне. Тут пары попыток хватило, чтобы его пройти с помощью газонокосилок, поймав удачный спаун. Говорю же я сейчас про уровень 4.4, в котором из-за повторного приключения сейчас аж 3 волны вместо 2, и где мне сама игра будто намекает, что вот без данного прикола здесь не обойтись. И как бы тут сказать, я хоть и верил в то, что это возможно, но по всей видимости третью волну пережить ну никак не выйдет. После второй волны данный уровень превращается в мини-игру воздушный рейд, отчего остается лишь 2 варианта, как проходить данный уровень, чтобы это подходило по правилам челленджа и в какой-то мере честно. Пройти его в первом прохождении, а не в повторном, что хотя бы возможно сделать при помощи газонокосилок, и вот как видите я это и сделал. Ну или немного понаклеить и выбить скидку у Дэйва на нужные нам растения. Вот видите, ледокрип стал магическим способом стоить 50 солнцу, чудо не иначе. Почему же, возможно, спросите, я решил взять ледокрип? Все дело в том, что мне казалось его будет достаточно для задержки летунов. Серьезно. Благодаря чему максимально вышло бы сохранять газонокосилки и тратить их сразу на партии в 2-3 летуна наряду за место одного. И даже не сказать, что тактика моя была ошибочна. Поймав хороший спаун, где газонокосилки задействуются аж при начале второй волны, казалось бы, хоть как-то выкрутиться и пережить вот этот отрезок с 4 косилками все же как-то да выйдет. Но просто посмотрите на это, ну их слишком много. Так что во втором варианте все же остается лишь выкрутить наглость на 100. Ну и как бы спасибо, Дэйв. Вот вы когда-нибудь думали, что ветродуй сможет стоить 50? Вас забой, ага, хоть в вазочках лежат семена без цены, но даже если представить, что она есть, прошел его одним лишь кабачком. Подальше несколько уровней, я даже не знаю, стоит ли комментировать. Ну вот шахтер появился, копает, кусает, гриб, фонарь, красивый, бдыщ, бабах. Зомбик уже у моей двери, рассказывать в общем-то нечего. Стоп, что? С этого момента поподробней. Вторая попытка, в ней я уже постарался очень активно наставлять мины на первые клетки, чтобы не повторилась судьба прошлой попытки, так как когда идет зомби с ведром и бежит дед со шкатулкой, ну явно не самое время прятаться из-за какого-то шахтера, который вас кусает сзади. Не сказать, что это прям помогло, в конце все же пришлось постараться, чтобы верхние ряды удержать, но хоть так. Уровень 4.9. Что ж, судя по слотам Дэйва, он сам уже прекрасно помнит наши договоренности, и этот уровень я так же как и 4.4 еще отдельно прошел в первом приключении по-нормальному. Вот. Ну а тут же, в повторном, ветродуй я по скидке все равно не спешил использовать и пытался пройти по-нормальному. Эх, как близко и как далеко в то же время. А в другой попытке вообще случилось нечто невероятное. Я смог дожить до третьей волны чисто на газонокосилках. И единственное, что меня отделяло от его прохождения, это один единственный летун, который полетел после начала волны. Один, вы понимаете? Один. Эх, вот его я и сдул ветродуем за 50. Очень обидно. Я уж поверил, что даже 3 волны чисто на газонокосилках выйдет пережить, но увы. Дождик прошел, солнце взошло, мы перешли к крыше, и на удивление все вполне легко и идеально шло. Зомби на тарзанке или самоуничтожались, или воровали растения стоимостью максимум до 50 солнц, казалось бы. Но никогда, слышите, никогда ничего идеально быть не может. В конце второго уровня каким-то чудом зомби шестом взял и просто перепрыгнул газонокосилку, запрыгнув сразу в дымоход. У меня просто нету слов. Опачки, зомби с лестницей. Сказать, что он своей лестницей полностью рушит всю мою стратегию, с которой я играл все прошлые уровни, вероятно, будет ничего не сказать. После того, как он ставит лестницу на орех, у меня все начинает рушиться, и пережить этот крах у меня вышло лишь с помощью заранее посаженных растений. О боже, футболист. Но это еще ладно. Зомбу с лестницей и пога при 4 волнах это кошмар. Как бы я ни старался в первой попытке экономить время с пометой паузой каждую секунду, перед 3 пога в конце, с кабачками в перезарядке и без газонокосилок мне делать нечего. Но это зато подтолкнуло меня на мысль о необходимости садить на первые клетки вместо мин кабачки. Именно для пога зомби. Ранее же этого не делал, так как кабачки у меня и так нормально всегда использовались. Да и если сделать ряд кабачков, а перед ними ряд мин, то выйдет так, что будет задействована и мина, и кабачок, что явно не в моих интересах, где каждое это растение на вес золота в конце уровня. Но иного выбора у меня сейчас нет.
Фух. Капульта тачка к нам приехала на крышу, вот она мою тактику лично не особо трогает, так как забирает она с собой лишь первый и последний ряд, которые мною не особо-то и использовались. Поэтому пускай, тем более, что даже если вдруг они решат нажать педаль газа, то встретят на своем пути мину. Рассказывая, кстати, про них, я задумался об одной вещи. Мина же взрывается при любом контакте, верно? Так почему, когда в нее швыряют мячики, она это игнорирует? Представьте, насколько это эффектно бы смотрелось, взрываясь она от них при их касании. Блин, хочу теперь, чтобы подобное в каком-то моде сделали. А рассказывая все это, кстати, я и не заметил, как мы на уровне 5-7 очутились, где вновь 4 волны и лестница зомби. Он буквально заспидранил этот уровень за зомби. У меня осталось лишь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 горшков и чеснок. Как я выжил? Без понятия. Гаргантюа, не знаю, что и сказать. Несмотря на его мышечную массу, в данном челлендже он самый безобидный, наверное. Ой-ой. Смотря на подобный набор зомби и осознавая, что здесь также 4 волны, можно было бы смело говорить, что ну все, этот уровень самый сложный в игре, что было бы даже символично, так как он и последний. Но то ли мне везло, то ли из-за того, что был настолько разнообразный набор зомби, были как бы и все, но в то же время одновременно особо не было никого, так сказать. Прошел его с первой попытки, без каких-либо проблем. Ну и босс. Он пропал куда-то, ребят. Ой, давайте тогда быстрее отсюда сматывать и подводить итоги, а то может я пропаду. Черт.